Друзья, приветствуем вас на нашем канале. С вами, как всегда, Константин и Лариса. Сегодня утром мы стартанули в сторону Скопье. Для нас это за граница. В общем, у нас деловая поездка. Ну и покатаемся по Скопье, посмотрим. Страна горная, вроде озера есть. Столицу, может быть, посмотрим. Ну, оставайтесь с нами, должно быть интересно. Что самое интересное, в 2 часа ночи я вспомнил, что у нас нет грин-карты, которая необходима для выезда за границу. И поэтому мы чуть задержались, пока наш страховщик ее утром не сделал. Ну, в общем, у нас осталось 20 километров до границы. От Салоника где-то граница, наверное, минут 40-50 ехать. Соответственно, сейчас мы будем пересекать границу и покатаемся по Скопье, посмотрим, что за страна. Лариса ведет машину, я отдыхаю. В Скопье, значит, в обиходе динары. Но что самое интересное, почти везде, в 90% случаев вы можете платить и евро, и долларами. Каждая заправка это чуть ли не обменник. Даже когда проезжаешь платные дороги, на толл-постах, где принимают деньги, ты можешь прям платить в евро, в долларах. Правда, это не очень выгодно, если сравнивать с их местными динарами, но возможно. Вам даже сдачи могут прям там дать динарами. В общем, любые деньги там в обиходе. Единственное, что один раз мы не смогли заплатить, наверное, в каком-то супермаркете у нас не принимали, то есть попросили динары все-таки, а так везде, в принципе, принимают любую валюту, имейте в виду. Сразу даем нужный совет. Мы никогда не заправляемся на территории Греции перед поездкой в Скопье, потому что бензин в Скопье в разы дешевле, чем в Греции. В общем, в Скопье по большому счету все дешевле. И гостиницы, и бензин, и сигареты. В общем, их пока не коснулась вот эта вот рука евро. Как только коснется, будет так же, как и везде. Поэтому пока пользуемся. Друзья, в общем, мы проехали границу. В сумме вот эти 2 границы у нас вышли где-то минут 30. Все, мы уже в Скопье. Мы едем в столицу Скопье. Часа 2 нам еще ехать. В принципе, машин не так много. Вот когда мы будем возвращаться, я думаю, что там на границе нам придется часик-полтора постоять. Все-таки в Грецию другой поток идет. Много транзитом едут через Скопье, поэтому граница, особенно в выходные дни, в пятницу, в субботу, загружена очень плотно. Посмотрим заодно и проверим. Друзья, пункт оплаты. Сейчас мы будем платить. Если заметили, я дала 5 евро. Сейчас посмотрим. Не сработал обменник. Да, нам не поменяли на динары, дали сдачу евро. Северная Македония – это место, где переплелись великие империи, славянские корни и современные споры. Эти земли помнят Александра Македонского, римлян, славян, Византию, Болгарию и Османскую империю. Смешение культур, традиций, языков – все это чувствуется до сих пор. В общем, мы остановились на заправке, залили полный бак бензина почти с нуля. Это нам вышло 50 евро по местным ценам. Я думаю, в Греции нам бы это обошлось бы евро 80 точно. Сэкономил, значит заработал. Поэтому мы со спокойной душой теперь выезжаем в сторону Скопья. Почему у них столица так и называется Скопье? Поэтому может быть путаница. В сторону Скопье. Скопье это столица Скопье. Вообще они странно называют страну нашей областью, почему-то греческой. Нет такой страны Македония. Есть область Македонии и Греции. Македония и Наилада. Независимая республика Македония появилась после распада Югославии в 1991 году. Но греки выступили против, ведь Македония – это историческая греческая область, родина Александра Македонского. Греки боялись, что Скопье начнет присваивать себе историю, символы и даже территорию. Это привело к 30-летнему конфликту. Греция блокировала вступление страны в НАТО и ЕС. Внутри обеих стран были протесты. Греки не хотели уступать имя, а македонцы не хотели его менять. Разрешить все помогло Преспанское соглашение, подписанное
подписанное в 2018 году, согласно которому страна официально стала Северной Македонией. Общество, конечно же, разделилось. Кто-то называет это дипломатической победой, а кто-то уступкой и унижением. Но факт остается фактом. Две страны смогли договориться. Кстати, поначалу на флаге Скопья была звезда Вергины, древний символ из гробницы отца Александра Македонского. Но Греция восприняла это как присвоение ее истории и подняла протест. Под международным давлением флаг сменили. Теперь это желтое солнце с 8 лучами на красном фоне, символ свободы и нового начала. В 1963 году, в 5 утра, когда весь город еще спал, Скопье потрясло землетрясение магнитудой в 6 баллов. Город почти полностью разрушен, сотни погибших. На помощь пришел весь мир, от ЮНЕСКО до стран ООН. Скопье восстановили с нуля. Сегодня это символ возрождения, стойкости и новой надежды. Друзья, в общем, мы запарковали машину в самом центре, в подземном паркинге, потому что здесь с оплатой паркинга обычного какая-то проблема. Греческие номера почему-то на некоторых паркингах не берет. И идем гулять по центру, посмотрим площадь, здания, ну и так далее. Да, колонны греческие, но... Ну, я потом скажу, что я думаю обо всем этом. Вообще, ребят, центр — это какой-то памятник безвкусному отмыву денег в этой Скопье. Натыканные какая-то куча зданий непонятно какой архитектуры. Тысячи памятников. Здесь 150, наверное, этих всадников на коне разных. В общем, куда ни повернись, смотришь, какой-то памятник стоит. Ну, по такое ощущение, как вот просто вот засыпали деньгами, лишь бы что-то поставить куда-то. Ну, тут везде одни памятники. Скопье пересекает река Вардар. Она как линия времени, разделяющая город на старую и новую части. Через нее перекинуто много мостов. Один из них сразу притягивает взгляд. Он словно из другой эпохи. Этот каменный мост – символ Скопья и один из старейших мостов на Балканах. Он пережил войны, землетрясения, наводнения, но по-прежнему стоит, каким был века назад. Построенный из массивных каменных плит, он протянулся на 214 метров в длину и на 6 метров в ширину. Строгий, прочный, вечный. Он соединяет не только берега, но и эпохи. Немного прикоснемся к истории, подумать этому мосту. Целых 500 лет. Стоишь на каменном мосту, оглядываешься, и прямо перед тобой центральная площадь города и огромный фонтан. Высота почти 30 метров, всадник в бронзе, в гуще воды львы, воины и шум оживающего пространства. Огромный памятник. Ну, конечно, размеры впечатляют, да. Здесь было написано, что это памятник Александру Македонскому, и поскольку они считают, что Александр Македонский, это он был из Скопья почему-то. В общем, целый скандал был, в итоге они убрали надпись, что это Александр Македонский. Теперь это просто воин на коне. Там вот греческие пелтасты, фаланга. Ну, видно, что это греческий стиль, памятник. Непонятно, правда, какое отношение Александр Македонский имеет к славянам, поскольку он нес эллинизм во всем мире, в том мире. Поэтому, ну не знаю, так величественно смотрится. На вершине бронзовая фигура Александра высотой около 14 метров. Меч поднят, левая рука удерживает вздыбленного буцефала. Он обращен на восток, в сторону Азии и Персии, символизируя начало походов и побед. В основании цилиндрический постамент высотой около 10 метров, разделенный на 3 мраморные секции, украшены барельефами, рассказывающие о жизни и подвигах великого полководца, битвы, походы, триумфальные сцены. Вокруг постамента 8 трехметровых бронзовых фигур воинов македонской фаланги, одна из которых сам Филипп II, повернута в сторону Греции, и держит меч над головой. А чуть ниже еще 8 львов, каждый высотой около 2,5 метров. Из пасти 4 львов фонтан выбрасывает струи воды. Другие смотрят в сторону, как защитники монумента. Это не просто украшение, львы символизируют храбрость, защиту и силу, а потоки воды – очищение и вечную жизнь.
В самом центре Скопья стоит необычный мост. Не просто архитектурный объект, а попытка соединить прошлое и настоящее. Его название «Мост цивилизаций», и построен он был в рамках проекта «Скопье-2014», который должен был придать столице новый облик и подчеркнуть ее историческое наследие. По обе стороны моста десятки бронзовых фигур, от античных философов и византийских императоров до национальных героев и просветителей. И хотя сам мост был построен совсем недавно, в начале 2010-х годов, он как будто рассказывает о тысячелетиях истории. Каждый шаг здесь – это переход от одной эпохи к другой. Город статуй. Кстати, знаешь, Петя, откуда здесь столько статуй? Здесь была запущена целая программа. По отмыву денег. Ну, возможно. Но вообще, если честно, впечатляет. Такое количество памятников я еще не видела. Город статуй, действительно. Ну, посмотри на доме, сколько статуй. На каждом окне пока по статуе. Кстати, такой мост со статуями, он не единственный. Если видите, на заднем плане еще один мост. И опять же, миллион статуй. Куда бы вы ни пошли, везде встретите статуи. Вот это, кстати, археологический музей. Но почему-то опять с греческими колоннами. Это здание невозможно не заметить. В греческом стиле, статуями на крыше и куполом, как в древнем храме. Это не просто архитектура, а настоящее культурное заявление. Так страна показывает свою связь с античностью эпохи Александра Македонского. Греция на это смотрит с иронией, ведь именно за такую историческую трактовку между странами были споры. Но в Скопье решили, если строить, то громко и красиво. Кирилл и Методий, славянские просветители, видишь? Они, кстати, очень почитают Кирилла и Мефодия. Ну, правильно, это греки принесли им алфавит. После перехода моста вы встретите одно из самых выразительных мест в центре. Это фонтан Олимпии, матери Александра Великого. На борту расставлены 4 статуи женщин в разных состояниях материнства. Одна с круглым животиком, вторая с младенцем у груди, а другие обнимают ребенка. Каждая словно говорит о том, как зарождается и проходит жизнь. Фигуры выполнены впечатляюще, в натуральную величину, с мягким, уважительным образом, в духе современной скульптуры, но без лишнего пафоса. Прямо у входа в Старый базар фонтан Филиппа II, отца Александра Великого. Масштабный, эффектный, с бронзовыми фигурами. Здесь и воины, и женщины с детьми, и сам Филипп с поднятой рукой. Он будто смотрит в сторону Александра, символически передает преемственность и силу. Статуя возвышается на массивном постаменте, окруженном 8 колоннами. Каждая символизирует одну из добродетелей, на которых, по замыслу проекта «Скопье-2014», должно строиться идеальное государство. Названия выбиты на колоннах латинскими фразами, добавляя еще больше античности и символизма. Вода шумит, свет играет в брызгах, а вокруг кафе, туристы, движение. Та самая смесь древнего и современного, в духе всего Скопья. Подхожу к Старому базару, самому древнему османскому рынку в Скопье. Атмосфера особенная, чувствуется восточный колорит, но я не решаю заходить внутрь. Это мусульманская часть города, и я одета не совсем уместно, уважая традиции, просто наблюдая со стороны. С этой точки хорошо видно крепость Кале, мельком оглядываю и продолжаю свое знакомство со Скопьем. Возле Старого базара, чуть в стороне от туристических маршрутов, прячется одна из самых атмосферных церквей Скопья – церковь Святого Димитрия. Снаружи скромная, без куполов и помпезности. Она построена в XIX веке при Османской империи, когда христианским храмам запрещалось выделяться на фоне мечетей. Церковь действует до сих пор. Внутри пахнет ладаном, слышны молитвы и пение. Над входом витраж со Святым Димитрием. И тут сюрприз – покровитель греческого города изображен на фоне Белой башни, той самой, главного символа города Салоники. Неловкий момент. Осталось только добавить набережную Салоников и подписать Скопье. Конечно, Димитрий почитается во всем православном мире, но когда он так эффектно перебирается из Греции в центр Скопья, это уже почти визуальный манифест. Впрочем, это не единственный случай. В городе часто встречаются образы, стили и символы, удивительно напоминающие греческие. Слишком явно, чтобы быть случайностью.
В нескольких шагах от церкви стоит здание, мимо которого сложно пройти равнодушно. Это мемориальный центр Холокоста евреев. Мрачное, монументальное, почти без окон. Это память о 7000 евреев из Скопья, которых депортировали в лагерь смерти Треблинка весной 1943 года. Прямо у входа памятник, 2 детей, мальчик и девочка. Каждая деталь в этом памятнике не случайна. Чемоданы, как напоминание о страшной лжи, обувь, как на снимках из концлагерей, целые горы, оставшиеся от тех, кто не вернулся, и пустой стул, как символ невосполнимой утраты. Это не просто скульптура, это напоминание о том, что за историей всегда стоят люди. Проходим дальше, и перед нами здание Национального театра. Здесь нас встречают скульптуры людей в масках. Кажется, будто они кружат в танце. Главный вход охраняют каменные львы, женщина играет на арфе. Построенный в 1927 году и разрушенный землетрясением, этот театр воскрес лишь в рамках проекта «Скопье-2014». Поднимаешь голову, и с крыши на тебя уже смотрят десятки фигур. Пытаешься их посчитать и сбиваешься со счета. Всего 46 скульптур, и каждая будто рассказывает свою историю. Невозможно пройти мимо. Сейчас я иду по мосту, которому целых 500 лет. Представьте себе, какие истории и тайны хранит это сооружение. Прогуливаясь по каменному мосту, ты заметишь небольшую арку. Это михраб, молитвенная ниша, куда мусульманские путники заходили помолиться, переходя мост. Это не просто архитектурная деталь, а древний символ перекрестка культур. Когда гуляешь по Скопью, прогулка может оказаться просто бесконечной. Каждый раз останавливаешься, рассматриваешь всякие разные детали, здания с разных ракурсов. Тебя привлекают все новые и новые скульптуры, новые произведения искусства, иногда очень красивые, иногда довольно нелепые. Но мне это все очень нравится. Можно гулять часами, узнавать что-то новое. Прямо под каменным мостом стоит небольшой, но очень выразительный арт-объект – бронзовая скульптура Сити Бич. Девушка в купальнике готовится нырнуть в Вардар, а рядом в воде торчат лишь ноги другого пловца. Скульптура напоминает, что когда-то здесь действительно был городской пляж, и люди купались, а не просто ходили вдоль набережной. Это живая и нежная деталь на фоне пафоса мегастроек Скопье 2014. Ну, конечно, я бы очень сильно удивилась, если бы здесь не было триумфальной арки. Вот она. Порто Македония – триумфальная арка в самом сердце Скопья. Многие туристы принимают ее за нечто древнеримское, но на самом деле она совсем молодая, построенная в 2012 году и символизирует независимость страны. Барельефы рассказывают историю от античности до наших дней. А еще на ней крупно и без стеснения написано «Македония». Не северная, не бывшая, просто Македония. Греции, конечно, такое не нравится, ведь историческая Македония – это греческий регион с центром в Салониках. Это не просто архитектура, это настоящая провокация. А вы знали, что мать Тереза родилась в Скопье? Да-да, та самая мать Тереза, которая основала Орден Милосердия и даже получила Нобелевскую премию за благотворительную деятельность. В самом центре Скопья мемориальный дом матери Терезы. С виду простое здание. Но чем дольше смотришь, тем больше замечаешь. На фасаде белые голуби, символ мира и доброты, много стекла, света, какой-то воздушности, как будто само здание наполнено ее духом. Архитектор вложил в проект не только современный стиль, но и много символизма. Обходишь дом, и он совсем нестандартный. Тут и выступающие балкончики, там арки странной формы. В одной из них спрятана белая статуя, перед ней зеленая клумба. Все такое необычное. Даже не заходя внутрь, понимаешь, это место про память и надежду. А рядом строится православный храм. Совсем другой стиль, но они удивительно дополняют друг друга. Друзья, мы, как всегда, проголодались и идем кушать. Друзья, поскольку у нас клиентов много из Скопья, мы спросили, чтобы нам порекомендовали какой-то ресторанчик здесь. И нам вот этот порекомендовали, Пилистер называется. Ну, в самом центре находится, прямо возле памятника царю Самуилу. Я не знаю, кто это. Что-то столько народу. Да, тут битком. Пойдем внутри сядем. Друзья, очень тяжело делать заказ.
Ну, когда не понимаешь, что это за блюдо, ну, написано свинина там, с овощами и так далее, а как она готовится, какие там соусы добавляются, приправы. Ну, в общем, просто наугад сейчас тыкнули пальцем. Посмотрим, что нам принесут. Попробуем. Тут какой-то есть типа бизнес-ланча, мы оттуда что-то взяли, салатик отдельно заказали. Сейчас посмотрим, насколько это вкусно. Заодно и проверим, есть ли вкус у наших клиентов. Сейчас мы покушаем и поедем куда-нибудь. Друзья, что вам сказать? Конечно, любая еда – это вкусовщина. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Это курица, сверху какие-то томаты, потом прошутто и сыром это все залито. Я попробовал кусочек курицы чистый. Очень вкусный, мягкий, ну вот в панировочке, как прям то, что нужно. Я бы предпочел, если бы мне все это отдельно положили бы на тарелке. Вот, друзья, мы просто объелись. Если в 2-3 словах, то мы просто покушали. Ни эмоций, ничего. В общем, будем искать что-то классное, чтобы можно было прям порекомендовать. Друзья, мы нашли вкусную еду в Скопье. Таких все. Друзья, взяли гостиницу 150 евро. Здесь спа есть, сауна, спа. В общем, рум-тур, типа прихожая, зал. Хорошо тебе? Да. Вид на горы. Спальня. Хорошенькая. Да? Угу, очень красиво. Пойдем сейчас в спа и в бассейн. Спа, да, Отдыхать. Друзья, мы пришли в спа плавать. Ходим в сауну, покупаемся, расслабон поймаем. Странная гостиница, нас заставили одевать вот эти шапочки. Хотя нигде обычно их не одевают. Типа, чтобы в бассейне можно было плавать. Ну, мы даже их купили по 350 динаров. Холодная? Ой. Друзья, здесь вообще мы остановились, какие-то хрущевки. Вообще как будто где-то в Подмосковье там 15 лет назад. Очень интересное впечатление. Друзья, мы тут зашли в какой-то местный супермаркет. Как будто в пятерочку попали. Так необычно. Там хлеб в пакете завернут. Нарезной батон. Мы спускаемся в фойе и идем завтракать, ведь завтрак включен в стоимость, так что грех отказываться. Нас встречает шикарный выбор, есть все, что душе угодно, от свежей выпечки до горячего. Вот он идеальный старт дня, подкрепились и готовы к новым впечатлениям. Мы отправимся в пригород города Скопье. Всего в 15 километров находится очень красивое место, которое называется каньон Матка, где мы откроем для себя Скопье совсем с другой стороны. Будет много красивых видов, будет голубая вода, будет много зелени. Друзья, судя по рассказам, мы едем в какой-то сафари, дикого мира.
Вообще-то мы еще там не были, поэтому вместе с вами посмотрим, поделимся своими впечатлениями. Все, друзья, я готов к походу в матку. Я готов к походу в матку. В дикий мир. Очень смешно. Поехали. Я вот мы хрущевки проезжаем тут. Ну, у них они, наверное, не хрущевки называются. Петровки какие-нибудь. Вообще у нас от Скопья немного такие двоякие впечатления. Вроде мы находимся в Европе, а по виду вроде бы где-то в Подмосковье. Такие же дома, такие же улицы. В Москве лет 20 назад. Хотя мы не знаем, как это сейчас выглядит. Постепенно городской ландшафт сменяется на сельский, все больше зелени, все меньше домов. На горизонте начинают вырисовываться очертания гор, настоящая прелюдия к красоте каньона. Дорога становится уже, все чаще попадаются пешеходы. Мы приближаемся к началу маршрута, и вот удача, свободное место на парковке. Здесь уже движение только пешком. Мы оставляем машину и выходим на каменные дорожки, выложенные вдоль ущелья. Сразу же открываются потрясающие виды – горы, скалы, лес, и где-то внизу сверкает бирюзовая река Треска, одна из самых живописных в Северной Македонии. Эта плотина, построенная еще в 1938 году, не только регулирует поток воды, но и делает возможной эту уникальную экосистему – водоемы, скалы, маршруты, лодочные станции. Смотрим вниз, и кажется, будто там невероятная глубина, вода чистая, с изумрудным оттенком и завораживает. Дальше дорожка идет вдоль скал, над головой нависают каменные глыбы, которые создают приятную тень. В жаркий день это настоящее спасение. На нашем пути встречается первая лодочная станция. Небольшая, уютная, но мы решаем идти дальше, не зная, что ждет впереди. И не зря. Это монастырь Святого Андрея, построенный еще в 1389 году. Он стоит прямо на берегу, впечатляет фресками XIV века. Если будет время, обязательно загляните внутрь. Атмосфера тишины и умиротворения. Чуть дальше маленький ресторанчик с террасой прямо над водой. Здесь можно перекусить или просто насладиться напитком, глядя на лодки и бирюзовую гладь реки. Пешая дорожка все уже, а маршрут все сложнее. Бетон сменяется камнем, иногда просто тропинкой у самого края, поэтому удобная обувь обязательно. Но мы все-таки решаем не отказывать себе в комфорте и отправляемся на лодочную прогулку. Вторая лодочная станция уже побольше, здесь можно выбрать лодку или взять каяк в аренду. Ту. Inside the boat. If it's 20 degrees, I will not be. Even when it's very hot, it can be a little bit warmer on the surface, but if you go deeper. Друзья, в общем, мы сели на какую-то лодочку по каньону. Заплатили мы 1000 динаров, 15 евро за двоих. В общем, будет час, трип будет длиться час. Каньон Матка – одно из самых красивых мест в Северной Македонии. Название с македонского переводится как «утроба». Это очень символично, ведь ущелье словно обнимает реку, создавая уютное и уединенное место. Это символ природы, дающей жизнь. Путешествуя по спокойным водам реки, можно увидеть скалы высотой до 1000 метров, которые нависают над водой, создавая впечатляющий контраст. Все утопает в зелени, иногда вода становится совсем гладкой, как зеркало, в котором отражаются горы. По обе стороны лодки, байдарки, пешеходы. Вскоре мы добираемся до конечной точки и высаживаемся для экскурсии в одной из многочисленных пещер. Мы идем смотреть пещеру. Пещера Врелы считается одной из самых глубоких подводных пещер в Европе. Сюда приезжают дайверы со всего мира, чтобы исследовать подводные тоннели. По
последним данным, исследователи погружались на глубину более 230 метров, но дна так и не достигли. Друзья, мы зашли в пещеру. Идем смотреть на прозрачную. Мы заходим внутрь и сразу чувствуем прохладу. Воздух какой-то другой, плотный, влажный, будто насыщен тишиной. Внутри сталактиты и сталагмиты причудливых форм, как будто созданы вручную. Подсветка делает все разноцветным, сказочным, но несмотря на это в ней царит ощущение тайны и безмолвия. Встречается даже мох и растения, все это вместе как погружение в другой мир. Местные говорят, что здесь особенно хорошо слышно, как капает время. Капли воды со сводов стучат, как часы. And nothing pollutes this. После прогулки по пещере мы снова садимся в лодку и возвращаемся обратно. На обратном пути все уже кажется родным. Скалы, лодки, отражения. Все вокруг словно говорит: остановись и посмотри. Прогулка длится около часа, но время пролетает незаметно. Уже подплывая к причалу, мы замечаем небольшой пляж, где купаются люди. Но мы, конечно, бы не рискнули, все же мы больше привыкли к морю. На этом наше небольшое речное приключение подходит к концу, но впечатлений надолго. Как впечатление? Вообще супер, я вот не испытывал таких ощущений никогда в жизни. Ну, пожалуйста. Такая горная река вообще просто что-то уникальное. Ну, а если без сарказма? Ну, нормально, короче, что, ну можно прокатиться там, посмотреть эту пещеру, так сказать. После речной прогулки мы потихоньку возвращаемся обратно к нашей машине, к реальности. По пути еще оглядываемся, ловим эти виды, впитываем красоту каньона, будто стараемся сохранить все это не только в памяти, но и внутри себя. Кажется, такие места что-то в нас меняют. Но самое удивительное – это лишь малая часть того, что может предложить эта страна. Столько всего еще впереди, и мы обязательно вернемся, чтобы открыть для себя еще больше. На этом наше небольшое путешествие по Скопье заканчивается. Эта страна у нас вызвала немного противоречивые чувства, но, надеюсь, через наше видео мы смогли вам передать наши впечатления и эмоции. Дела сделали, посмотрели столицу, покатались там на лодочках, посмотрели кое-какие достопримечательности. В общем, мы возвращаемся. Смотрите видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всех обнимаем, пока, до новых встреч. Всем пока!